Купить новую щетку, как говорится, и дурак сможет, если денег не жалко. А старую, значит, говорите, выбросить? А вдруг новая тоже будет скрипеть или вскоре покажется вам старой? И ее тоже на мусорку. Отлично! Только в нашей стране более 50 миллионов машин. И если каждый что-то выбросит, что это будет? А может быть, не обязательно так часто мусорить? Я еще не знаю, как мне удастся это сделать, но думаю, что приведу эту щетку в порядок. Чение высшая математика, ну? Ищем, смотрим, слушаем. Скрипит длинная щетка со стороны водителя, когда идет вниз, и оставляет пропуски. Постараюсь остановить щетку в момент скрипа, выключив зажигание. Видно, что гребешок, то есть рабочая кромка резинки, не полностью переворачивается на другой бок, когда идет вниз. Верхняя часть гребешка остается в прежнем положении, как и была при движении вверх. От этого она тормозит и скрипит. Для сравнения глянем на вторую щетку. Здесь все нормально, так как при движениях вверх и вниз рабочая кромка переворачивается из стороны в сторону по всей своей длине. Вот так. Если конструкция позволяет, то для начала можно перевернуть щетку. Возможно, что так резинка ровнее ляжет на стекло. Заодно протру рабочую кромку. Конечно, глядя на такую убитую щетку, так и хочется ее выкинуть. Однако, пока рабочая кромка резинки в порядке, не все потеряно. Хотя однажды, когда этот гребешок уже сам начал отрываться, я его просто совсем оторвал. И щетка нормально работала. Об этом рассказываю в 12-м выпуске, и если интересно, ссылку найдете в описании под этим видео. А мы продолжим. Не скрипит. Чудно. Однако есть пропуски ее чистки на стекле, и чтобы их убрать, нужно выровнять прижим резинки к стеклу. Для этого слегка подогну корпус так, чтобы резинка равномерно прилегала к стеклу. И хотя это так называемая бескаркасная щетка, корпус у нее все же есть. И, видимо, придется его подогнуть. И заодно немного отогну поводок, чтобы ослабить общий прижим. По поводу выгибания кончика поводка вокруг своей оси скажу. В верхнем положении видно, что его правая сторона слегка приподнята над стеклом, а в нижнем положении приподнята над стеклом левая, противоположная сторона. И я сделал вывод, что это как раз нормально. И никаких смазок или специальных жидкостей для обработки стекол или резинок. Так как все это, если и поможет, то ненадолго. И разводы на стекле от этих средств, как правило, остаются. Ну вот, благодаря таким нехитрым манипуляциям, щетка теперь нормально работает. Если не придираться, конечно.